В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации, туда входят показания свидетелей и личные переписки, превысил 3,5 миллиона страниц. Всего в деле 6 миллионов страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити. В этом видео мы рассмотрим, кто такой Джеффри Эпштейн, как развивалось его дело и кто из знаменитостей может быть замешан в сексуальных скандалах с его участием. Представьте себе парня из простой рабочей семьи в Нью-Йорке, мать домохозяйка, отец садовник. И вот этот парень, Джеффри Эпштейн, родившийся в 1953-м, в 18 лет вдруг становится учителем, без высшего образования. 3 года он преподает мат-анализ и физику в престижной Манхэттенской школе и, надо сказать, неплохо справляется. Но школьная доска его не слишком-то манила. В 23 года он резко меняет траекторию и ныряет в бурлящий мир финансов, устраиваясь трейдером опционов в инвестбанк Bear Stearns. Там он быстро сообразил, что богатые клиенты – это золотая жила. Консультировал их по налоговым схемам и вскоре дослужился до партнера, а потом бац, и в 1981 запускает свою фирму International Assets Group. Звучит солидно, не правда ли? На деле помогал людям вернуть деньги, украденные мошенниками. Неплохая ниша, согласитесь. А в 1987-м создает Epstein & Co. компанию, которая управляла капиталами самых обеспеченных людей страны. Среди них, например, Лесли Векснер, тот самый, что владеет Victoria's Secret. Был у него и эпизод с бизнесменом Стивеном Хоффенбергом. Эпштейн какое-то время работал у него консультантом, а потом финансовая корпорация Тауэр Хоффенберга оказалась одной из крупнейших финансовых пирамид в истории США. Но Эпштейн успел соскочить до скандала и остался чист перед законом. Со временем он обзавелся связями, от которых у любого закружится голова. Политики, миллиардеры, звезды культуры. И, конечно, деньгами. Хотя точную сумму его состояния никто так и не назвал. СМИ еще в нулевых окрестили его миллиардером, но официальных подтверждений не нашлось. Зато недвижимость у него была что надо. Особняк на Манхэттене, 2 частных острова в Карибском море. В общем, жил на широкую ногу. Но слава пришла к нему совсем не за финансовые таланты. Джеффри Эпштейна знают как организатора преступной сети. Он вербовал несовершеннолетних девушек, перевозил их на свой частный остров Литл Сент-Джеймс и принуждал к сексу. По данным суда, это была хорошо отлаженная схема. Жертв заманивали, удерживали и эксплуатировали. В материалах дела и журналистских расследованиях всплывали громкие имена: Дональд Трамп, Билл Клинтон, британский принц Эндрю, иллюзионист Дэвид Копперфильд, актер Рейн Уилсон. По словам пострадавших, они бывали на острове Эпштейна и участвовали в тех самых закрытых встречах. История его правосудия получилась странной. В 2008 он признал вину по 2 эпизодам склонения к проституции. Получил 18 месяцев тюрьмы, но вышел досрочно, через 13 месяцев. А в 2019 его снова арестовали, уже по более серьезным обвинениям. Торговля людьми и сексуальная эксплуатация несовершеннолетних. Он не признал вину и 10 августа 2019 года был найден мертвым в тюремной камере. Официальная версия – самоубийство. Об уголовном преследовании и причинах гибели далее чуть поподробнее. Все началось весной 2005 года. В полицию пришла женщина. Ее 14-летняя приемная дочь рассказала, что Эпштейн изнасиловал ее в своем особняке в Палм-Бич. Девочке заплатили $300 за массаж, но она сумела сбежать. Расследование обернулось шокирующими находками. В доме финансиста обнаружили скрытые камеры и фото других несовершеннолетних. Число возможных жертв достигло 50 человек. Обвинение было жестоким. С 2002 года Эпштейн принуждал девушек к сексу за деньги и даже заставлял их вербовать подруг. И что в итоге? В 2008 году признал вину по 2 эпизодам, выплатил компенсации, заключил секретную сделку и получил всего 1,5 года тюрьмы. При этом сидел почти как на курорте. 12 часов в день мог уезжать на работу или домой. Через 13 месяцев свобода по УДО. Но история не закончилась. В 2019 году дело возобновили. Эпштейну предъявили новые обвинения: торговля детьми,
сексуальная эксплуатация, подкуп свидетелей. Его задержали 6 июля, а уже через месяц он был найден мертвым в камере. Официальная версия – самоубийство. Смерть финансиста породила массу слухов. При вскрытии обнаружили переломы шеи, в том числе сломанную подъязычную кость. Такие травмы бывают при удушении. Медицинский консультант Fox News прямо намекнул, возможно, Эпштейна убрали, чтобы он не заговорил, а рассказать ему было что. У него мог храниться компромат на влиятельных гостей его особняка. Министерство юстиции после 1,5 лет расследования все же назвало причиной смерти суицид. Виновными признали охранников, оставили заключенного без присмотра, а дальше новые аресты. В 2020 году под стражу взяли Гислейн Максвелл, помощницу Эпштейна. Ее обвинили в вербовке несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации. Одна из жертв, Вирджиния Роберт Джуфре, утверждала, что Максвелл свела ее с британским принцем Эндрю, когда девушке было всего 17 лет. В апреле 25-го Вирджиния покончила с собой, а позже вышли ее мемуары. В них она рассказала о выкидыше после той самой встречи. Скандал стоил принцу Эндрю всех титулов и крыши над головой. Его выселили из Роял Лодж. Ну и вишенкой на торте – файлы Эпштейна. Часть документов рассекретили с 2019 по 2024 годы. Они были связаны с иском Вирджинии Джуфре. Затем опубликовали новые порции в феврале 25 и январе 26 со многими пикантными подробностями. Кто же скрывается в файлах Эпштейна? В рассекреченных документах по делу миллиардера и педофила Джеффри Эпштейна появляются имена известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. И это звучит как сценарий для захватывающего триллера. Самое громкое имя – Дональд Трамп. По данным раскрытым из документов, 47-й президент США мог быть вовлечен в очень неприятные вещи. Говорят, что он якобы принуждал одну девочку всего 13 лет к оральному сексу и даже ударил ее, когда та начинала сопротивляться. А еще, по свидетельствам, он принуждал девушку к ласкам и сексу с самим Эпштейном и с ним вместе. В других документах фигурируют рассказы о том, что Трамп заставлял девушку заниматься сексом с другой, в кавычках, рабыней и слышал о якобы предложенной дочери какого-то шейха для оргии. Это не первое обвинение Трампа в изнасиловании. Подобную информацию обнаруживали в конце 2025 года. Тогда речь шла о совершеннолетней девушке. А кто же еще в списке? Илон Маск, брат британского короля Карла III, экс-принц Эндрю, бывший министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, экс-посол Великобритании в США лорд Питер Мандельсон, американский сенатор Марко Рубио, президент Франции Эммануэль Макрон и даже известный советник Трампа Стив Беннон, а также Джаред Кушнер, зять Трампа и мать мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани. Но важно помнить, упоминание знаменитостей в этих файлах не всегда означает их причастность. Некоторые – это просто переписки и контакты. В документах есть шокирующее фото. Например, улыбающийся Эндрю, стоящий на четвереньках и склонившийся к женщине на полу. Лицо женщины скрыто. Кто эта женщина? Загадка. Также есть загадочный президент Буш I. Под этим псевдонимом, по версии следствия, мог скрываться либо Джордж Буш-старший, либо Джордж Буш-младший. Их обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Правда, кто конкретно, более точно неизвестно. Но не только секс и насилие. В файлах есть и ужасающие упоминания о ритуальных жертвоприношениях и каннибализме, хотя имена участников оставлены в тайне. В списке есть актеры Леонардо Ди Каприо, Мик Джаггер и Кевин Спейси, рэпер Джей Зи, а также бизнесмен Билл Гейтс. Из документов известно, что после визита на виллу Эпштейна Гейтс якобы заразился венерической болезнью от русских девушек, а чтобы скрыть измену жене, подмешивал ей антибиотики, что, конечно, он сам назвал ложью и опроверг. В списке мелькают миллиардер Владислав Доронин. Он помог Эпштейну ускорить получение российской визы, а также Владимир Жириновский, основатель ЛДПР и другие люди. В общем, список словно сценарий для сериала или фильма. Но важно помнить, многие имена в этих файлах просто переписки или гипотезы, а не доказательства преступлений.